Дорогие друзья, это канал а, «После смерти сына. Дневник мамы». И я его ведущая и создательница Екатерина Варади. Сегодня 72-й день с 1 мая, то есть с того дня, когда от нас ушел наш младший сын Ваня в 21 год. И сегодня был очередной день, о котором у меня было такое трусливое желание не говорить вот в этом дневнике или выдать какую-то такую цензурированную версию. А, потому что, я не скажу сейчас почему, и не потому, что я хочу держать интригу, и не потому, что это прием, который применяют в маркетинге для того, чтобы заставить человека удержать внимание, а просто потому, что, наверное, нужно начать с самого начала для того, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Иначе могут возникнуть недопонимания. И, как часто еще бывает, в процессе того, как я рассказываю, у меня мысли приходят в порядок. Потому что я из тех людей, которые не могут готовиться заранее писать планы, тогда у меня просто не получается хорошего содержания. Я говорю вот именно в потоке мыслей всегда. Сегодняшний день, он абсолютно знаменательный в нашей семье. У нас сегодня женился наш старший сын Саша. Женился на замечательной девочке Насте. И в нашей семье прибыло, потому что Настя взяла фамилию Саши, и теперь у нас в семействе Варади прибыло. Ну, к сожалению, не возникло увеличение количества членов семьи, потому что с уходом Вани на одного Варади стало меньше, а сейчас равновесие восстановлено, и мы получили еще одного члена нашей семьи дополнительного. И мы очень Насте рады. И, ну, в общем, это день, который, знаете, недооценить достаточно трудно, потому что хотим мы или не хотим, но это судьбоносный день. А мы хотим, чтобы он был судьбоносным. Настя, она тоже моя ученица в церковной школе. Я знаю уже лет, наверное, мы сегодня как раз с ее мамой посчитали, лет, наверное, с 2016 года, 17-го, чуть ли не 10 лет уже. Ну, наверное, не 10, все-таки меньше, мне почему-то кажется. Хотя у меня сложность со счетом годов. Вот. И ребята устроили свадьбу небольшую, то есть они пригласили собственно, на процедуру, на церемонию бракосочетания семью непосредственно, нескольких, каждый с своей стороны по несколько друзей, и, ну, и тех людей, которых Саша считал значимыми и считает значимыми в своей жизни, и с которыми он во многом вырос. Не со всеми, но почти со всеми он вырос. То есть нас было, наверное, на церемонии бракосочетания человек, может быть, 40, может быть, 30. Наверное, все-таки около 40. Происходило это в очень красивом здании. Это называется Бен-Сур-Хаз. Это дворец бракосочетаний, который расположен в Пеште. Собственно, выбрал он был совершенно случайно. Ребята хотели пожениться побыстрее. Там, куда они обращались раньше, было все занято, а вот в этом месте им дали самое раннее время, 10 июля. И совершенно не потому, что это какое-то там некрасивое место, неинтересное, наоборот, это очень красивый особняк в центре Будапешта, очень такой, да, может быть, он не со свежим ремонтом, но зато такая вот благородная старина, очень красивые лепнины, потолки, все очень так благородно, очень красиво было все. Мы собрались к часу, подъехали все, ну, к часу 10, потому что на 1:30 была назначена церемония бракосочетания. И мы пошли в зал. Ну, сначала, естественно, все там друг с другом здоровались. Наша свадьба была, вернее, как свадьба нашего сына, ну, наша общая свадьба была интересна тем, что у нас не было людей,
которые друг друга не знают. То есть это абсолютно круг своих всех людей, потому что так случилось, что все друзья Саши практически, они либо мои ученики в церковной школе, либо сотрудники галереи. Ну, буквально один или два человека, это которые не учились в церковной школе. Соответственно, подруги Насти, та же самая история. Кроме одной девочки, тоже все мои ученики из церковной школы. И, соответственно, мы все знаем друг друга уже 100 лет. Плюс Настина бабушка, Настина тетя, дядя, две двоюродные сестры, мы тоже их знаем, и ее двоюродные сестры тоже мои ученицы. И все, кто, ну то есть вот абсолютно все, кто сегодня присутствовал, кроме, пожалуй, мамы, мужа и его сестры, они знали всех. И да, еще с Настиной мамой мы познакомились. Сегодня я лично познакомилась первый раз, увидела ее первый раз, познакомилась с ней, потому что она живет в Санкт-Петербурге, и, ну, сейчас, сами понимаете, передвижение затруднительно. И она, когда была, мы были во Фрайбурге. То есть она Ваню не знала, меня она тоже не знала. Вот сегодня мы познакомились, и я надеюсь, что мы понравились друг другу. С моей стороны, однозначно. Мне вообще очень нравится и Настина семья, и вообще все люди, которые сегодня были. Поэтому я человек, который свадьбы в принципе не любит, именно потому что там собираются люди друг другу незнакомые, и все настороженно друг за другом следят. Ну, еще очень часто судят вот друг о друге, да. Вот в данном случае это было абсолютно не то, просто встреча старых друзей. Соответственно, атмосфера веселая такая, озорная немножко была. Мы умудрились внести немножко хулиганства даже, собственно, в процедуру бракосочетания. Сама процедура была, естественно, на венгерском языке. Нужен был переводчик, потому что большая часть зала все-таки русскоговорящая, хотя они как бы все по-венгерски говорят, но по-венгерски говорят хуже, чем по-русски, поэтому перевод все-таки был нужен. И Саша хотел, чтобы переводила я была готова, но, к сожалению, непосредственным родственникам нельзя переводить. И уже в последний момент, когда мы все сдали документы уже, это выяснилось. И хотя среди нас был профессиональный переводчик среди гостей, это Палаш Сидерт, который как раз переводил песню, которую я продекламировала на похоронах Вани, он присутствовал среди гостей, но не он переводил, но не потому, что мы не ценим его умений абсолютно, а просто потому, что время поджимало, зал был забронирован, собственно, церемония бракосочетания была забронирована на определенное время, и уже все документы были сданы, все было готово, и поэтому одна из свидетельниц невесты переводила. У нее, конечно, не было такого опыта, но, тем не менее, она старалась, и все поняли. Вот, и после церемонии бракосочетания мы выпили по бокалу шампанского, причем в основном народ пил безалкогольное, потому что мы половина за рулем, ребята уехали на дачу после торжественного обеда, поэтому пить было никому нельзя почти. И потом мы фотографировались. Фотографий еще, конечно, нет. Ну, я надеюсь, что через пару дней я могу, вот я в Facebook профиле уже это все опубликую. Потом мы все поехали, да, на церемонию эту поехали и мои родители, несмотря на возраст, естественно. Вика Петренко, психолог, с которой у меня был один из выпусков, она как бы названная мама Саши, как ее сын названный мой сын, и лучший друг Саши. То есть у нас, так, знаете, все очень плотно переплетено. И потом мы поехали в ресторан. В ресторане все было, ресторан хороший, заранее выбранный, меню было приготовлено, все шло гладко, все было просто замечательно. Все пожелания молодым мы еще сказали во дворце бракосочетаний, поэтому обед прошел просто вот как обед. После чего ребята с нами простились и уехали на дачу. Собственно говоря, кстати, на обеде была собственная семья, и буквально 3 человека, это вот Вика, это Надя гомеопат, который Сашу лечит с самого рождения, и Миша с Леной, это люди, с которыми тоже Саша вырос с самого маленького возраста, которые
у нас в лагере работали в течение всех 15 лет его существования. То есть это уже не просто друзья, не просто знакомые, это уже семья. Все остальные не были приглашены просто потому, что это действительно было мероприятие для сугубо узкого круга людей, которых выбирали молодожены. То есть это их выбор полностью, и они выбирали самых таких вот, кого... Они не хотели шумной свадьбы, потому что у них, конечно, у всех большое количество друзей и приятелей, но они не хотели большой шумной свадьбы, не хотели всех этих лимузинов, фаты и прочих таких дел. Хотя невеста выглядела очень красиво в белом платье, ну, все просто вот картинка заглядение, потому что Настя сама по себе красивая очень девочка. Тут еще, сами понимаете, платье невесты, все равно украшения в волосах. Очень, ну, прям очень все так запоминалось, все было очень тепло, очень классно. И я очень рада, что мы породнились с этой семьей. И после этого мы поехали, муж повез мою свекровь с сестрой его домой, а родители уехали, они даже не пошли в ресторан, потому что они очень устали. Ну, тяжело стоять там ходить по лестницам и так далее, но все-таки в их возрасте уже. А я с Викой, мы заехали переодеться, потому что, ну, сами понимаете, в таком свадебном, ну, как бы в праздничном наряде, со всякими украшениями, там, со всеми делами. Как-то ездить по городу, ну, немножко слишком. Мы заехали, переоделись и поехали на кладбище к Ване. Вика там еще ни разу не была, и очень хотелось приехать. И в Венгрии вот это вот центральное кладбище, оно работает до 8 часов. И мы еле успели, потому что мы приехали туда буквально 7:30, даже чуть позже, чем 7:30. У нас там была задача поменять портрет Вани, потому что он тот, который был прикреплен там же в Колумбарии, небольшое расстояние, поэтому портрет, который был прикреплен, был очень большой. И мы сейчас заменили его просто убрали паспорту, то есть тот же формат портрета, он просто без паспорту получился в маленькой рамке, в более маленькой рамке, и поэтому не вылезал за границы вот этой арки, где захоронена урна. Мы там поставили свечи, которые с батарейками, покормили кошек, которые там присутствуют все время, к нам подходят все время. Явно они там живут. И, вы знаете, очень интересно, вот есть же всякие поверья, что кошки охраняют души и так далее. То есть я не уверена, что все так, но вполне, вы знаете, как говорят, в каждой шутке есть только доля шутки. Вот мне кажется, что, может быть, и не то, чтобы они охраняют души, но какая-то связь у них, мне кажется, все-таки есть с нашими умершими, потому что мы замечали уже не один раз, вот приходишь на кладбище, и эти кошки, они все время сидят около разных могил. Причем именно у могил. То есть не просто так они вот в кустах где-то. Нет. Одна кошка посидит у одной могилы, потом перейдет к другой, потом еще там, к третьей. И каждый раз на разных могилах они находятся. И когда были похороны Вани, то кошки пришли, прям конкретно к мужу моему подошла кошка, облизала его, причем он вела себя как собака, буквально она облизывала ему пальцы, хотя мы ничего им не принесли, мы тогда не знали, что там они живут, сейчас мы их регулярно подкармливаем, ну, когда приходим, конечно. Они там явно живут, и вот сегодня они там тоже были, мы их подкормили немножко. Немножко навели порядок. Ну, не успели даже, собственно, подмести там, потому что не хватало времени. Как только мы приехали, появилась машина работников, сотрудников кладбища. Они нас предупредили, что, ребята, в 8 надо выходить. Мы сказали, да, конечно, и что успели, сделали, и собираемся еще вернуться туда завтра. И когда мы подошли вот к этому месту, вот к этой вот арке, где стоит урна, мраморная стена, мраморная плита, за ней урна, там сидел такой здоровый паук. Вот. А надо сказать, что Ванька пауков в жизни всегда очень боялся. Но вот этот паук вел себя совершенно удивительно. Вот вы представляете, вот в этом, он прям сидел вот там, вот где могила. Такой большой, черный, вот такого размера. Совершенно спокойно сидел. Мы там меняли фотографию, ставили цветы, ставили свечи, шебуршились, что-то там делали. Паук сидел. Хотя, сами понимаете, обычно такое не бывает. И мы как-то с Викой, у нас у обеих, Вика говорит, слушай, это Ванька.
Говорит: Ванька, ты явно нас хочешь напугать, хватит хулиганить. Ну, потому что это действительно в Ванькином вполне еще репертуаре что-нибудь такое подхулиганить. Потому что на самом деле нас паук, конечно, не напугал. Он на нас не бросался, он нас не кусал, он просто там тихо, мирно сидел. Но, что интересно, что ни кошки на него особо не смотрели. Как бы вот он там поприсутствовал какое-то время, потом куда-то делся. И мы вынуждены были покинуть кладбище, потому что 8 часов уже было, мы поехали. Какое-то время с Викой болтали, договорились завтра поехать на выставку. Я вернулась домой, и мы пошли гулять с Джеком. И вот когда гуляли с Джеком, меня Саша еще спросил: тебе не кажется, что папа был какой-то грустный? Я говорю: слушай, да вроде нет, было все нормально. Я у мужа, собственно, спросила, я говорю: слушай, а вот Саша думал, что ты был грустный. Действительно это было так? Он говорит: ну, слушай, сказать, что я был прям вот грустный, нельзя, ну и также сказать, что мне было прям веселое настроение, тоже нельзя, потому что, ну, естественно, я очень рад за Сашу, но Ваня, конечно, не выходил у меня из головы. И вот как-то мы об этом стали говорить, вспоминали какие-то моменты свадьбы. И, в общем, все равно звучала мысль, что мы не так это все представляли. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы с нами был Ваня. Хотя каждый раз возникает вопрос: а если бы он был, если бы он остался, то в каком бы он состоянии был? Было ли это бы хорошо? Или он вынужден был бы остаться дома? Но была такая интересная... Был такой интересный диалог у нас с Ваней, как раз когда мы с ним ссорились по поводу того, что ему нужно ходить больше. И я на него ругалась, что он ленится. И я ему задала вопрос: а ты вообще как хочешь пойти на свадьбу Насти с Сашей? Ты что, хочешь пойти там в инвалидной коляске? Ты же не хочешь туда идти там с костылями или там ехать на дачу потом с ребятами? Тебе до этого времени нужно научиться ходить. И вот была такая, знаете, пауза. И он говорит: конечно, я бы хотела пойти туда на своих ногах. Но как-то потому, что он ответил, у меня сложилось впечатление, что он не очень рассчитывает попасть на эту свадьбу. Вот не знаю почему, то есть я уверяю вас, что это не потому, что я сейчас себе это надумала, но как-то вот мне это резануло уже в тот момент. И были такие у него слова, такие странные, оговорки как бы. Когда вот он, например, он с мужем в прошлом году поехал на День всех святых к бабушке венгерской, и ему там очень понравилось. И он, когда болел уже во Фрайбурге, сказал: хорошо было бы нам еще раз на День святых попасть в деревню к бабушке. Но использовать по-русски это звучит обычно, но в венгерском он использовал пассивный залог прошедшего времени. То есть хорошо бы было, и это как говорят, когда это уже не произошло. То есть когда это не произойдет. То есть, потому что есть два вот этих вот условных наклонения в венгерском языке. Есть хорошо бы, если бы я завтра мог пойти, это одно. А хорошо было бы, чтобы я завтра, чтобы я вчера сделал, это вот прошедшее время. Вот он использовал именно прошедшее время и потом исправился. Исправил на настоящее. Но он неплохо говорил по-венгерски, и как-то не было ощущения, что он это случайно сделал. То есть было, опять же, впечатление у меня, у мужа, по крайней мере, 100% такое впечатление, у меня такое, некоторые сомнения есть, но как будто бы он уже понимал, что он туда не попадет. И вот какие-то были такие оговорки у Вани, вот как будто бы он немножко предвидел то, что с ним произойдет, хотя, как я и говорила, не было никогда с ним разговоров у нас о том, что будет, а не умру ли я, а что если там будет мне... То есть как бы все время подразумевалось, что он поправится. Он ставил все время планы, строил какие-то. Вот и в процессе этого разговора муж у меня сказал, что я, говорит, вообще не очень верю вот во все это представление о том, что мы встретимся там, вот прям вот так встретимся в плане того, что вот Ваня встретится с нами. Мне кажется, что его душа, она существует, она как бы влилась в душу Бога, и он с ним составляет единое целое. И вот, слушайте, вот тут произошло то, о чем я говорила, что почему мне хотелось трусливо пропустить сегодняшний день. Потому что у меня просто хлынули слезы. Я вот даже сейчас не могу говорить об этом. Я сказала ему: ты знаешь, не говори мне даже этого больше, ты будешь в это верить, ты имеешь на это право, но я не хочу встречаться с Ваней, слитым с душой Бога. Я хочу встретиться с моим Ваней там. И христиане верят именно в это.
я хочу встретиться со своим сыном. И вот, знаете, вот это вот был тот момент, когда ты строишь стену, ты строишь целую систему укреплений, и они работают, а потом в какой-то момент, вот по щелчку, они вдруг все рушатся. Да, они рушатся на время, но они рушатся. Вот, и я практически вот все время, пока мы гуляли, я проревела, и до сих пор я не очень-то успокоилась. То есть я успокоилась, но когда я вспоминаю, это все возвращается. И я просто стала думать, почему. Ну, во-первых, я, знаете, заметила какую закономерность, что когда ты действительно вот это вот то, что я, ну, то есть у меня, во-первых, первое ощущение, что как бы я наврала, да, вот я говорила вам, что там надо настраиваться на лучшее, надо делать усилия. Я, кстати, подписываюсь под этим до сих пор. Но иногда бывает, что ты строишь вот эти вот оборонные свои сооружения, ты а, себя убеждаешь, и оно работает. А потом в какой-то момент оно работать перестает, и ты с этим ничего не можешь сделать. Вот, то есть сегодня мне Лац пытался сказать, что слушай, ну вот он точно был бы не рад, если бы увидел, как ты плачешь. То есть это как раз то, что я говорю всегда моей маме, то, что я говорю в своих выпусках. И я это все понимала, но остановиться я не могла. Вот. И в связи с тем, что я анализирую свои собственные чувства и в целом, и еще в основном из-за этого канала, потому что я понимаю, что мне надо потом рассказывать. Я должна понять, что со мной происходит. И я вот уже заметила, что такая есть закономерность, что периодически а, тебе становится хорошо. То есть ты чувствуешь своего ребенка, ты надеешься на лучшее, у тебя горе ослабевает, и бывают даже дни, когда ты его почти совсем не чувствуешь. Ну, как раз была пара выпусков, в которых я прямо говорила, вот сегодня у меня был светлый день от начала до конца, а сегодня у меня был там светлый день, но чуть-чуть я все-таки немножко поплакала. Но это все, знаете, понемножечку, и я себя убедила, поплакала чуть-чуть и стала делать видео. И вот у меня так сработало. И я уже несколько раз замечала, что это идет волнами. То есть, скажем, неделя, когда ты успокаиваешься, или там 5 дней. Сначала были меньше периоды. Сначала были периоды 2 дня, 1 день, 3 дня. Потом стали периоды по неделе где-то сейчас, может быть, по 10 дней даже. Когда ты в целом спокоен. Да, у тебя на периферии сознания все время идет мысль о том, что вот где мой сын. Вот как помните, я вот это вот такое сравнение, как телефон ищет сигнал интернета, ищет, ищет, ищет и разряжается, если не может его найти. И вот ты все время ищешь, устаешь от этого, но непрерывно ищешь. И, и как будто бы, наверное, скапливаются какие-то невыплаканные слезы. Ты себя стараешься сдерживать, ты стараешься себя убеждать, ты стараешься себя занимать. То есть я буквально себе не даю возможности никакого отдыха в плане того, что вот просто полежать, подумать, для меня сейчас абсолютно исключено, потому что мысли идут не в ту сторону. Поэтому я все время либо читаю, либо думаю о каких-то проектах, либо там рисую, либо записываю блог, либо еще что-нибудь делаю. То есть я все время в делах, которые полностью меня занимают. То есть когда я заканчиваю, то я уже просто падаю, ну, выпиваю свои таблетки, падаю и засыпаю. Я уже понимаю, что тут просто нельзя начинать плакать, потому что нафиг не остановишься, и следующий день вообще пойдет коту под хвост. И вот эти невыплаканные слезы, они периодически вырываются, вот как сегодня. И сегодня мне еще кажется, что причиной этого был закон, который мы обычно применяем в живописи. В живописи есть такой закон, что рядом с самыми светлыми участками всегда есть самые темные участки. То есть если мы, например, рисуем волну, пену волны, она белая такая, ну, она не белая, но на самом деле кажется белой, то обязательно рядом с ней мы рисуем самую темную часть волны, это тень, которую вот эта пена отбрасывает на саму волну. Поэтому, соответственно, под вот этим вот белым ты рисуешь темную полосу, а потом уже море становится более светлым. И практически везде, когда ты делаешь блики, например, на воде, то под ними тоже должны быть находиться самые темные участки. То есть, если ты хочешь показать свет, то всегда он должен быть окружен вот этими самыми темными участками. Контрастность таким образом достигается. Если этого не сделать, то свет играть не будет в работе.
как раз вот мы рисовали горный водопад, и мы это прям очень четко увидели, что когда девочки рисовали, они не обратили внимания, что на референсе водопад, он светлый, он светлый, вроде вокруг скалы тоже светлые, особенно наверху, потому что он сверху, так, там, где солнце. А, и они нарисовали светлый водопад и светлые камни наверху. И водопад, они говорят, слушай, мы не понимаем, почему у нас водопад не сияет, а у тебя сияет. И они просто не обратили внимания, что на самом деле у водопада по обе стороны были темные полосы. С одной стороны, это тень от самой воды, а с другой стороны, это темные камни. И только потом начинались светлые камни. Потому что есть, и как только ты рисуешь вот эту темную, то есть ты свой светлый водопад заключаешь практически в темные рамки, только тогда он начинает у тебя играть и светиться. И вот у нас в жизни сегодня у меня это было ровно исполнение вот этого закона. То есть самый светлый день, день свадьбы нашего сына, которого мы очень любим, который мы очень рады, это очень большой свет. И вот знаете, где тонко там рвется, после тонко у нас там, где Ваня, в нашей душе. И вот когда этот светлый день пришел, то ли наши ресурсы организма ушли все на этот свет, то ли просто тьма подкралась, потому что она увидела, что ты, когда радостный, ты, наверное, все-таки уязвим, потому что ты искренне хочешь радоваться от всей души, но у тебя вот это вот отсутствие Вани, оно все время у тебя есть. Вот как, знаете, как образно представлять себе, что ты строишь такой замок из камня, красивого белого камня, замок своей радости. Но этого камня ты не можешь никак заделать ход, по которому проходят грунтовые воды. Ну, не можешь, заделываешь, они промокают и опять промывают вот какую-то дырку. Вот это вот грунтовые воды, там, где выходит, вот это не можешь заделать эту дырку. Это вот как раз та печаль о Ване, которая заключена в другом месте твоего сердца, в другом месте твоей души. И ты совершенно не хочешь, чтобы она портила этот замок. Но она все время просачивается. И вот именно в тот момент, когда радость самая большая, ты самые большие силы бросил на построение этой радости, именно в этот момент эти грунтовые воды настолько сильно напирают, что ломают намного большее количество вот этих белых камней, чем ты хотел рассчитывать. И получается, что твои укрепления, они абсолютно не прочны. И это, с одной стороны, пугает, с другой стороны, напоминает о том, о чем говорят психологи, о том, о чем говорила Вика, что горевание – это нормальная часть человеческой жизни. Нельзя даже при самой большой вере в Бога, даже при, я не знаю, при максимальном убеждении себя, при работе с психотерапевтом или там с психологом, при принятии даже там каких-то седативных препаратов, все равно горе, оно есть, оно никуда не девается, оно может быть немножко притупляться, но оно остается, и ему нужен выход. И если ты этот выход не дашь, то он все равно вырвется. Вот я свой выход не давала, не давала своим эмоциям. И как скороварка, она, в общем, клапан выбила. И если бы я, наверное, сегодня не отплакалась, то последствия могли бы быть хуже. То есть либо сильнее был бы этот взрыв, либо это пошло как бы на мое здоровье и так далее. То есть подтверждаются те слова, которые, наверное, я и говорила тоже, но я же вообще не ментор какой-то, там, и не психолог, не коуч. Я просто переживаю сама это в первый раз. То есть я для себя тоже вижу границы своих же собственных умозаключений. Что, да, нужно готовиться к тому, что, несмотря на всю твою мощную работу с собой, максимальную волю к жизни и волю к успеху, наличие интересной работы, наличие замечательной семьи, наличие интересных людей вокруг тебя, все равно оно там скапливается. И нужно периодически давать ему выход. Иначе оно нас сожрет. Вот по сегодняшнему дню я поняла, что, это, наверное, придется ждать этого опять, то есть будет это опять происходить.
Единственное, есть надежда, что это будет происходить все менее часто. Потому что, честно вам сказать, это жутко мучительно. То есть вот сегодня я даже плакала не по Ване, хотя по Ване тоже. Но я сегодня для себя сформулировала такую мысль. Во-первых, выяснилось, что практически ровно год назад, 11 июля, в прошлом году мы поехали во Фрайбург. Еще полные надежды, мы ехали на операцию, но мы были уверены, что нам получится спастись. И вот прошел год, и уже больше 2 месяцев Вани нет с нами. И я сегодня сказала мужу, я говорю, ты знаешь, если спросить, что было хуже, вот те 10 месяцев, когда мы были во Фрайбурге с Ваней, либо эти 2 месяца, которые были без него, я не уверена, что эти последние месяца, 2, были хуже. Потому что вот в эти последние 2 месяца я хотя бы была уверена, и я уверена по сей день 100%, что сейчас Ваня не страдает, что сейчас Ваня не боится, что сейчас, даже если взять худший вариант, материалистический, да, что нет души, мы умираем, превращаемся в пыль и становимся частью круговорота веществ в природе, то есть пылью, перегноем и так далее. Даже в этой ситуации все равно Ваня уже не страдает, он уже не мучается, у него нет страха, у него нет обманутых надежд на будущее. И уже за это я, как мать, очень благодарна Богу, судьбе, мирозданию, потому что, конечно, в течение вот этих 10 месяцев я очень сильно старалась абстрагироваться от того, что я видела. То есть от того, что ему регулярно берут кровь из вены, а вены у него уже были настолько исколоты, что очень сложно находили эти вены. И каждый раз его кололи не по одному разу. И если раньше он этого очень боялся, то потом он, в общем, перестал особо бояться, потому что, ну, типа, смысл какой, когда каждый раз в 3 дня тебя обязательно колют. Причем, даже если у тебя стоит бронюль, и в Германии, ну, как уже сейчас, по-моему, везде ставят бронюль, так и для капельниц. Вот. А для онкологических больных, но у нас этого не было, ставят такой специальный порт, они ставят его сюда обычно, и там он, по-моему, выдерживает чуть ли не до 5000 или там 500, я не помню уже, какого, большое число какой-то капельниц. Но кровь по-любому надо брать все равно колоть, потому что в бронюле там может быть разведенной лекарствами кровь, и поэтому она не подходит для сдачи анализов. И вот его постоянно кололи. И я помню, когда первый раз я увидела, как ему там на 5-й раз только попали в вену, я заплакала там в больнице прям при нем, потому что я не могла просто на это смотреть. А потом, конечно, за несколько месяцев ты тренируешься, от этого перестаешь плакать. И ты начинаешь понимать, что, в общем, ну, взять кровь это не так страшно. Слава богу, что нет серьезных болей, слава богу, что он может есть, слава богу, что он может пить, что он может спать. Но, в принципе, если вот так подумать, как мы жили вот эти 10 месяцев, то только после ухода Вани я поняла, насколько это была ненормальная жизнь. То есть, когда все вокруг завалено средствами для перевязки, дезинфицирующими средствами, ходунки, костыли, кресло, инвалидное кресло. То есть, да, он мог передвигаться, но, например, на долгие расстояния я возила его на инвалидном кресле. Он сначала этого очень стыдился, а потом просто понял, что он не может пройти. Ему тяжело из-за раны в спине, из-за того, что ноги плохо ходят. Ему тяжело пройти. Потом уже нормально, мы потом там придумали какие-то даже смешные моменты в том, как он ехал на этом инвалидном кресле, он там что-то смеялся, хохмил. Ну, сами понимаете, хохмил, но это как бы все не очень нормально. И вот весь этот год, который, ну, больше года с того момента, как ему вообще определили, что у него там что-то не то со спиной, я на самом деле ни одного дня в спокойствии не прожила. Это был постоянный безумный страх. Вот безумный страх за ребенка, постоянные переживания. И вот сегодня это все вылезло, прямо, знаете, вылезло. Причем именно не то, что он ушел, а вот эти месяцы прямо на поверхность. Те месяцы, когда я билась головой об стенку, не в плане того, что я была в отчаянии, а в плане того, что я пыталась найти хотя бы одного врача, который посмотрит на картину нашей болезни целиком. Потому что я об этом еще не рассказывала. Я думаю, что я сделаю какой-то отдельный раздел дневника, в котором расскажу просто о том, как мы боролись.
Причем боролись даже не столько с болезнью, сколько с системой здравоохранения. И как мы потерпели фиаско в этой борьбе. Потому что просто не было врача, который смотрел бы на моего сына, на весь его организм целиком, а не на отдельную часть, скажем, вот как они подразумевали, опухоли, не на рану, не на там, онкологию или не на кардиологию, а на всего человека вместе. И изучили бы его историю болезни от начала и до конца. Честно вам сказать, вот был хирург, который нам сделал операцию, вот он изучил его историю, но тогда она была еще очень короткой. А за наше время нашего пребывания во Фрайбурге наша история болезни выросла до очень длинной. И, насколько я заметила, врачи вообще не читали эту историю. То есть они делали выводы только на основании последних анализов там, КТ, крови и так далее. Не смотрели динамику, не смотрели, с чего у нас все началось. То есть у нас была же очень нестандартная история, но об этом я расскажу отдельно. Вот. И на самом деле было очень много попыток сначала в Венгрии найти людей, сначала, потом в Германии заставить их нас услышать. И они услышали меня только когда уже стало поздно. И я практически уверена, что если бы мы стали копать, то, может быть, нам бы даже удалось это доказать. Но дело все в том, что если бы мы стали копать, то сына мы не вернули, тело бы нам его не выдали, и мы бы не факт еще, что что-то выиграли, потому что медицинское лобби, оно достаточно сильное во всех странах. И когда речь идет о каких-то там иностранцах, а на кону стоит там доброе имя больницы, то вряд ли мы бы что-то выиграли. Вот. А нервов это потратило, то есть это наша жизнь бы на это ушла однозначно, и много лет жизни мы бы потеряли просто. Вот. И вот сегодня я вот это вот все вспомнила, именно вот эти моменты. Знаете, когда ты видишь, что у тебя ребенок болеет, ты чувствуешь, что лечение его идет не так, и ты можешь обосновать то, что ты чувствуешь. Ты можешь просто, как мама, которая видит своего ребенка каждый день, изучает его анализы, она может. Я читала к этому книги, я использовала искусственный интеллект, я задавала перекрестные вопросы. То есть не то, что у меня глупенький чат GPT, у меня профессиональная бизнес-подписка на него, и он, конечно, знает там намного больше. Я еще надо уметь задавать вопросы. То есть надо еще задавать вопросы так, что с разных сторон, чтобы понять, потому что чат GPT врет, конечно, периодически он его глючит, и вот там надо понимать, что нужно задавать вопросы так, чтобы он из разных вопросов ты находишь вот это зерно истины. И, безусловно, я там задавала вопросы какие-то знакомым врачам. Вот, и я вам могу сказать, что за все время чат GPT ни разу не ошибся, в отличие от врачей. Так, это для размышлений. И вот вылезло это, знаете, вот, например, я очень стараюсь ни на кого не сердиться, то есть я понимаю, что врачи, наверное, в этом я не уверена, не специально угробили моего ребенка. Хотя у меня есть некоторое сомнение по поводу, особенно последних дней, когда стало все более ясно, что там проблема не в онкологии, а проблема в бактериях. И как-то уж очень странные были некоторые назначения и поведение врачей. Но однозначно были люди, вот здесь в Венгрии, два человека, которые могли помочь и не помогли. И даже дело не в том, что не помогли, а в том, что просто не захотели вмешиваться. То есть вообще даже не ответили. Либо ответили, типа, у сына онкология, нечего там особо шуршать и искать чего-то, иди лечить. Хотя речь не шла о том, что я хотела опротестовать диагноз, а наоборот хотела, собственно говоря, исполнить то, что нам онкологическая клиника нам поручила, избавиться от бактерий. И тем не менее все врачи нас отправляли обратно в онкологическую клинику, которая ничего не могла сделать с бактериями. Потому что у нас врачи, которые занимаются онкологией, они не занимаются бактериями, те, которые занимаются хирургией, они тоже не занимаются бактериями, а те, которые, может быть, занимались бы бактериями, как только узнают, что здесь под вопросом и может быть онкология, то им абсолютно не хочется брать на себя ответственности, они тебя перекидывают опять в онкологию, и вот этот замкнутый круг,
играется, играется, играется постоянно. Но, как я уже говорила, я буду отдельно рассказывать о том, как у нас начиналась болезнь, через какие стадии мы проходили, не ради того, чтобы заниматься мазохизмом, хотя для меня это очень тяжело будет, но я просто надеюсь, что родители и просто люди, которые будут попадать в такую же ситуацию, смогут использовать мой опыт работы. Да, он неудачный, потому что по результату я не смогла спасти сына, но тем не менее там есть наработки, которые можно использовать. И хотя бы можно избежать каких-то ошибок, которые я уже сейчас, там даже не сугубо ошибки, а просто надо, наверное, было немножко поагрессивнее себя вести. Но ты всегда боишься, знаете, вот этот есть страх такой, что ты платишь, ты, в общем-то, в руках врачей, и если ты начинаешь особо агрессивно себя вести, то тебя могут, во-первых, просто отказаться лечить, потому что, ну, клиника имеет право отказать. Плюс есть страх такой, что вот сегодня у нас болеет Ваня, а завтра может что-то случиться с кем угодно, а во Фрайбурге, например, все равно очень сильная хирургия. Или если, например, тебе повезло с очень точным диагнозом, то есть у них сильная кардиология, сильная онкология и все что угодно. И, скажем так, если ты разведешь большой скандал, то не факт, что твоих близких в тот же Фрайбург уже в следующий раз возьмет. И вообще возьмет какая-то немецкая клиника. То есть, знаете, есть вот еще такие точки зрения. И вот как-то на меня это так сегодня навалилось, что я просто вот рыдала и рыдала, я не могла просто остановиться. И вот это все было очень больно. То есть вот самое неприятное во всех этих всплесках, что они очень болезненные. То есть это та часть, как это, ну, знаете, это как откат, наверное, когда ты пытаешься себя держать. И- Или, знаете, как это называется, когда ты стреляешь, отдача у ружья. Когда ты из хорошего ружья стреляешь, там, то отдача тебе в плечо дает. Вот и здесь тоже ты как бы стреляешь по горю, ты пытаешься его от себя отогнать, но потом у тебя есть отдача. И вот эту отдачу надо отстрадать, надо перестрадать просто. И как я понимаю, что именно еще позитивные эмоции, это тот фон, на фоне, то есть тот фон, на фоне которого эм, эта отдача усиливается, и твое переживание горя усиливается. Так что, как результат сегодняшнего дня, я могу сказать, что он делится на четкие две зоны. Это зона белого цвета, зона золотого сияния, зона счастья. И зона темная, практически черная, это зона горя, которая обострилась именно на фоне вот этого золотистого сияния. И хорошо, что наш сын этого не видел, старший Саша, потому что он не заслуживал это видеть в свой счастливый день. Я надеюсь, что один из самых счастливых дней его жизни. И мы очень надеемся, что это брак на всю жизнь. И мы прям очень за это молимся и надеемся, что и отношения у нас будут складываться хорошо. Я уже давным-давно начала молиться о том, чтобы моя невестка была для меня как дочь, и я буду делать все возможное, чтобы она меня, конечно, не будет считать мамой, но я буду делать все возможное, чтобы она мне доверяла, и чтобы она знала, что я человек, который никогда не будет против нее настраивать сына, и человек, который ей всегда будет готов помочь чем угодно. Я действительно, это была моя всегдашняя мечта, потому что я сама всегда страдала от недопонимания между моими родителями и мужем. И я поняла, что в отношениях свекрови с невесткой, тещи, зятем всегда должен быть более мудрым, более старший. Соответственно, именно родителям нужно делать первые шаги, нужно прощать, нужно выстраивать стратегии, потому что любые взаимоотношения, они находятся когда невестка встречается с потенциальной свекровью, то если взять такую шкалу от минус 100 до плюс 100, то базовый уровень, когда ты встречаешь свою свекровь, он хорошо, если 0. А то, вероятнее всего, ну, с учетом общественного мнения, это может быть минус 10. И тебе или минус 100. И тебе, как свекрови, нужно перебороть эти минус 100, чтобы они вышли хотя бы в какой-то плюс. И это должна делать более взрослая, более мудрая женщина, а не рассчитывать на то, что
этим будет заниматься молодежь. Потому что молодой человек, он просто по своей молодости, он не имеет столько опыта, он более уязвим, более ну, вообще входить в чужую семью трудно. И, конечно, человек более уязвим, более раним. И поэтому взрослым нужно сделать все возможное, чтобы этот молодой человек почувствовал, что он ценен не только тем, что он любит твоего ребенка, а просто тем, что он есть. Ну, как обычно мы принимаем своих людей, своих близких. Мы же их принимаем не просто потому, что вот мужа мы принимаем, потому что он наш муж. Мы просто его любим. Мы любим за то, какой он есть, со всеми его недостатками. И вот надо учиться своих вот новых членов семьи начинать любить со всеми их недостатками. Да, они у них есть, как и у нас есть. Ни одного идеального человека нет. Вот это я так, знаете, меня унесло, скажем, в эту сторону. То есть я с чего начала, что как бы наш сын не заслуживал бы вот увидеть эту черную часть дня. Это наш крест с мужем, и нам его нести. Вот. И, в общем-то, это то, что является результатом сегодняшнего дня. Это не отменяет для меня. Опять же, я не даю никаких рекомендаций, не говорю, делайте так, потому что вы видите, что я сама прокладываю путь, для меня совершенно неизвестно. Это, знаете, как вот ты идешь по болоту, и вот тропка. И тебе кажется, что ты уже там нащупал, и потом хоп, и проваливаешься. И вытягиваешь себя с большим трудом. Потом опять идешь, и вроде опять ровно, потом бац, опять провалился. И я пытаюсь какие-то найти для себя закономерности. Я, по крайней мере, уже поняла, что когда тебе становится легче, не нужно рассчитывать, что это надолго. Нужно всегда ждать бодрость, бдительность, грозный глаз грюм. Все помним, все время ждать того, что это горе, оно может вернуться. Оно тяжелое, оно болезненное. Сделать мы с ним ничего не можем. Поэтому его тоже нужно учиться с благодарностью принимать как обратную сторону любви к нашим ушедшим детям. И это трудно. Очень трудно бороться с гневом и обидой, и даже периодически у меня с ненавистью к врачам, потому что периодически ты сталкиваешься с полной бесчеловечностью. Ты находишься в Европе, ты находишься вроде в гуманистическом обществе, которое утверждает, что личность ценна. Ты платишь достаточно большие деньги. Вот в Венгрии мы платим очень большие деньги за социальное страхование. И как результат ты получаешь абсолютно бесчеловечную систему, в которой есть только протоколы. Человека как личность и человека как носителя индивидуальной, только для него характерной болезни, даже если она имеет какой-то общий диагноз, но все равно переносит он ее по-другому, у него могут быть разные сопутствующие заболевания. Вот там вот этого анализа нет вообще, от слова совсем. И, безусловно, особенно ранит, когда твои знакомые, люди, которых ты считал своими друзьями, они не просто тебе не помогают, они даже не хотят тебя выслушать. И даже когда их ты просишь не делать что-то особое для тебя, а что-то порекомендовать, то просто неинтересно. Это люди, у которых тоже есть свои дети. Это тяжело. Но мы, с другой стороны, вот муж у меня сегодня сказал, знаешь, говорит, вот они нам не помогли, но если они завтра к нам придут за помощью, то я окажу им всю помощь, которую я буду способен. Потому что я помню слова венгерского писателя Раднута Миклоша. Просто будь человеком, всегда будь человеком. И я, безусловно, понимаю, что несмотря на свой гнев и несмотря на свое прямо, вот знаете, такое утробное неприятие этих людей, я понимаю, что да, если они придут ко мне за помощью, я им помогу. Потому что я не хочу им уподобляться. Но, к сожалению, вот это вот даже мое выражение «я не хочу ему подавляться», оно говорит о том, что я их не простила. А это нифига нехорошо. Потому что суд должен быть за Богом,
они за мной. Я не знаю до конца обстоятельств этих людей, я не знаю до конца, почему они мне так ответили. Может быть, у них не было возможности помочь, а им было, например, стыдно, и они побоялись мне об этом сказать прямо. То есть, ну, каждый человек реагирует по-разному. То есть я как бы не имею права судить. Ну, естественно, как мать, которая потеряла ребенка, я очень болезненно на это отреагировала, естественно, потому что ты ходишь, знаете, ты и так ходишь в темной комнате с завязанными глазами еще дополнительно и ищешь выход. И как только ты нащупал какой-то выход, вдруг выясняется, что это обманка. И это тебя бьет еще сильнее. Вот, то есть здесь мне предстоит еще очень большая работа, и я думаю, что в принципе это, наверное, со всеми, кто теряет близких. Ну, наверное, только если вот совсем несчастный случай, то есть если человек сам поскользнулся, упал, умер. Кстати, вот что я обратила внимание, что алгоритмы соцсетей, они, видно, поняли, что я занимаюсь темой смерти близкого, и мне подкидываются постоянно посты. Я сегодня опять прочитала несколько постов там про смерти разных людей, но я не верю, что просто вот именно сейчас, то есть даже не о войне, даже не о каких-то военных действиях, а именно о смерти близких людей. Мне подкидывают все время посты. Вот знаете, вот это вот как раз то, чего мне прям не хватало. Вот прям вот именно этой темы мне прям не хватает в своей жизни, в кавычках. Поэтому я недобрым словом упоминаю сейчас алгоритмы Фейсбука и прочих соцсетей. Но, тем не менее, в общем, эти как раз посты, они мне дают основания для размышлений о себе в том числе. Так вот, я думаю, что на самом деле все, у кого умирают близкие, им есть кого винить. Вот я сейчас буквально у той же Моники мама умерла в больнице из-за медицинской ошибки. Я знаю достаточно, то есть буквально ты начинаешь рассказывать, и вот мы даже в похоронное бюро сходили, и там нам женщина рассказала, говорит, слушайте, что сейчас говорят о здравоохранении, это вообще ужас. И перечислила нам несколько случаев, вот кто у них приходил хоронить близких. Это практически все произошло по недосмотру врачей, по халатности, там, из-за неправильно поставленных диагнозов, и там везде родственники пытались добиться правды, и нигде не получалось. То есть что-то как-то западная система здравоохранения, ну, уже признали, собственно говоря, американские университеты, по-моему, в 2008 году, что вот эта система лечения органов, она по отдельности, она потерпела крах, и сейчас они пытаются как-то из этого вырулить. Другой вопрос, насколько это кому-то выгодно. Вот. Так что видите, сколько задач сразу. Нужно понять, как бороться с очередным поднятием грунтовых вод, найти какой-то способ все-таки их изолировать свет от тьмы, принять тот факт, что все мои психологические выкладки, они периодически тоже терпят крах, и тоже с этим просто тупо смириться и научить себя прощать тех людей, простить тех людей, которые косвенно или прямо виноваты в смерти моего ребенка. Вообще ни разу не просто. То есть, вы знаете, начать и кончить. Заданий ВОЗ. Но, с другой стороны, кто нам сказал, что будет просто? Чем сложнее, тут я давно читала и своим детям цитировала, что чем больше ты получаешь сложных заданий, тем больше нейронных связей у тебя образуется, тем меньше у тебя опасность Альцгеймера, деменции и прочего. Поэтому я вам скажу, что судя по сложности задач, стоящих передо мной, я сильно надеюсь, что ни одно из этих заболеваний до меня так просто не доберется. На этой относительно позитивной ноте я и хотела бы закончить отчет о сегодняшнем дне. Мои дорогие, я надеюсь, что в вашем случае вот эти приступы будут становиться все реже, и они будут становиться все легче, как и у меня. То есть я надеюсь, что мы с вами в одной лодке, и мы плывем все-таки к выходу. И что мы с вами сможем в какой-то момент стать счастливыми. Почти такими счастливыми, как были до ухода наших детей. А окончательно счастливыми, я думаю, мы станем, когда мы там с ними уже встретимся. Всего хорошего, мои родные. Я вас всех обнимаю. Посылаю все тепло, которое у меня есть, вам, потому что я знаю, что это такое, я знаю, как это трудно. И я с вами каждой клеточкой своего тела и каждой эмоцией своей, всей моей душой. До свидания, мои дорогие.